Всем привет! Любимая рубрика «Отвечаю на ваши вопросы». Поехали! Как задавать острые вопросы? Можно очень коротко ответить на этот вопрос, брать и задавать острые вопросы, но я бы хотела затронуть один супер важный аспект. Я бы хотела поговорить о том, как не задавать острые вопросы. Я в связи со своей профессией частенько смотрю пресс-конференции и брифинги разных политиков. И мне откровенно не нравится, когда журналисты позволяют себе пререкаться с этими людьми, с ними спорить, закатывать глаза, когда им не нравится ответ, возмущаться, высмеивать. Это настолько некрасиво, когда вы, как журналист, начинаете кому-то хамить во время интервью. Вы опускаетесь до уровня тех чиновников и политиков, которых осуждаете за то, что они превышают свои полномочия и пользуются властью, потому что вы такая же власть. Вас наделили властью ваши СМИ, люди, которые вас смотрят, и по факту вы этой властью пользуетесь, хотя не имеете на это никакого права. Я абсолютно убеждена, что лучшие вопросы задают спокойным и уверенным тоном. Я напоминаю, что основная задача журналиста — это собирать информацию, ее обрабатывать и выдавать дальше в эфир. Но точно не хамить людям, с которыми вы общаетесь, и не высказывать каждому мнение о том, как он вам не нравится. Я не говорю о настойчивости. Я не говорю о том, что у вас не должно быть характера. Вы должны быть настойчивы, у вас должен быть характер, у вас должна быть какая-то вот эта пробивная история. Все это окей. Не окей, когда вы эти границы переходите. И мне кажется, тут нет тонкой грани. Видно, когда речь идет просто о настойчивом и активном журналисте, а когда пришло хамло на пресс-конференцию. Мне так иногда забавно наблюдать за журналистами, которые активно продвигают темы феминизма, языка вражды, буллинга, травли и каких-то вот этих понятий, и при этом в жизни и в работе ведут себя абсолютно неадекватно. Они, мне кажется, еще не успевают сказать «привет», как уже успели тебе 3 раза нахамить. Но это, наверное, надо уже с психологами разбирать такие моменты, потому что для меня вообще уникальная история, когда человек пишет и говорит об одном, а ведет себя совершенно иначе. Именно поэтому мы всегда говорим журналистам, что нужно быть объективными. Да, понятно, что вы не сможете быть объективными на 100%. Это невозможно, потому что вы живой человек, у вас есть какие-то чувства, вы узнаете какую-то информацию, на вас влияет все от погоды до настроения вашей собаки. Вы не можете быть объективным на 100%, но хотя бы постарайтесь. И хамство в эту объективность не входит вообще. И напоследок хотела бы напомнить вам один важный тезис, я себе даже его выписала, о том, что журналистская этика — это основа вашей работы. Это первое. И второе, что в процессе вашей работы у вас на первом месте должно стоять уважение к правам человека и к его достоинству. Если мы, конечно, говорим об идеальном журналисте. Если вы хотите быть крутым, классным, достойным журналистом. Второй вопрос задали мне мои коллеги помладше, молодые и активные журналисты. Спросили, они критиковали ли меня, мои коллеги, за блог. Была ли какая-то критика? Прикольный вопрос. Я прям думала над ним. Я прям что-то сидела, думала, ходила, читала, перечитала комментарии, посмотрела. Вспомнила, что мне говорили коллеги. Нет, не критиковали. Наоборот, отнеслись очень позитивно и классно к этому блогу. И мои коллеги — это, наверное, самая большая моя поддержка, потому что они прямо рекламируют меня, прямо пиарят меня. Вот мой коллега Женя заставляет всех молодых журналистов смотреть мои блоги, прям заставляет. Причем не только в Одессе, а всех буквально. И это прикольно. Я даже посмотрела аналитику на своем канале, соотношение лайков и дизлайков у меня более 98% лайков за все время. То есть у меня вообще какое-то сумасшедшее соотношение
вот этой всей истории, и это круто, потому что, не поверите, когда я начинала делать этот канал, первое, что я думала, это о том, чтобы лишь бы не раздражать людей, которые будут его смотреть. Потому что я по себе знаю, когда я собираюсь учиться, когда я ищу какую-то информацию, для меня очень важно, чтобы в кадре не сидел человек, который надел на себя корону и такой: ну все, я такой умный, я сейчас вам обо всем расскажу. Мне хочется, чтобы мне было комфортно смотреть на этого человека, чтобы мне было комфортно его слушать, и если вот этот человек проходит отбор комфортности, дальше я его очень люблю и с удовольствием слушаю годами. И мне очень хотелось вас не раздражать. Вот это первое, что я сказала всем, кто узнал о том, что у меня будет блог. Что я надеюсь, что люди, которые будут меня смотреть, будут относиться ко мне хорошо и позитивно, что я буду им нравиться. И очень круто, что так и вышло. По поводу моих коллег, многие заинтересовались блогом и активно его смотрят и реагируют. Это классно, это приятно. Но я создавала этот блог не для опытных журналистов, а скорее для молодых и начинающих, поэтому я как-то даже особо его и не рекламировала нигде у себя в соцсетях, что интересно. Я очень поздно начала его как-то репостить к себе. Поэтому они, наверное, и не смотрели. Есть, конечно, коллеги, которые наверняка не смотрят, либо смотрят и не говорят мне, но они имеют на это право, и я их вообще не заставляю. Но критики не было вот прям типа «зачем ты это сделала» или «это неинтересно» вообще никогда. И я надеюсь, не будет. Когда стоит приступать к работе? Параллельно с обучением в вузе или уже по завершению? И с чего начинать? Ой, друзья, ну, понимаете, вы должны смотреть сами по своей загрузке, потому что я вам сейчас скажу, начинайте, когда вы учитесь, потому что я так делала. Но у меня было на это время, потому что я училась на заочном отделении и не на журналистике. И на тот момент, когда я училась и сдавала сессии, журналистика была самым важным в моей жизни, и я не то что работала параллельно, я скорее училась параллельно, а работа была вот всем для меня. Хотя сейчас, мне кажется, так много возможностей где-то подрабатывать параллельно, что-то где-то писать, что если у вас есть силы, вдохновение и желание, то да, пробуйте, почему бы и нет. Какое направление, по вашему мнению, самое интересное и перспективное в журналистике? Мне нравится журналистика новостная и вообще информационное направление. Но это мне, потому что я с этим работала всю жизнь, и я ее хорошо понимаю. Для кого-то информационная вот эта история вся может быть очень сложной, какой-то тяжелой, скучной, и я это тоже понимаю. По моему мнению, самая интересная, самая активная, самая крутая — это, конечно, информационная сфера. Это первое. Я бы также выделила работу журналистов в различных реалити-шоу. Как по мне, это супер интересно. В развлекательных проектах тоже, да, различного рода развлекательных проектах. Но нужно понимать, что если мы говорим об информационной сфере, то здесь больше будет вас как личности, а если мы говорим о работе журналистов в реалити, то они чаще всего работают на бэкстейдже. Но это тоже очень интересно. Также не стоит забывать, что есть миллионы направлений в журналистике, о которых, возможно, я даже не догадываюсь, потому что мне это просто не интересно, и я это редко читаю. Опять же, спорт. Каких качеств у человека не должно наблюдаться, чтобы преуспеть в этом деле? Каких качеств не должно быть у человека, да, чтобы преуспеть? О, я знаю. Я знаю, это будет надолго. Я, наверное, скажу про одно качество – безответственность. Я раньше жутко вообще обесценивала вот это качество. Ну, знаете, когда ты там о себе рассказываешь или пишешь в резюме, ты хочешь выделить какие-то качества, типа активность, креативность, ужасное слово, какую-то амбициозность, что вы весь такой необычный и яркий. И в самый конец мы ставим какие-то фразы вроде добрый, ответственный, командный и так далее, потому что оно не так классно звучит. Но честно, вот эти все качества — это гораздо интересней. Вот безответственность — это худшее, что может быть вообще в человеке, мне кажется, сотрудники. Я, например, недавно столкнулась с людьми, которые позволяют себе не сдать, например, какую-то работу вовремя, либо отправить информацию, ее не проверить, и подставляя этим огромное количество людей.
просто забыть, что нужно что-то сделать, не доделать что-то вовремя. Для меня это недопустимо. Все мои коллеги и работодатели знают, что вот с чем, но с ответственностью и с гиперответственностью у меня все окей, что на меня можно было всегда положиться и доверить мне любой проект и сказать, что завтра утром он должен быть готов, и он будет готов. И я не понимаю, как, если тебе доверили что-то, тебя попросили что-то сделать, и ты не умер, ты все еще жив, ты не сдаешь этот материал или не делаешь этот проект, и не даешь эту информацию. Для меня это недопустимо и непонятно. Все бывает, вам может быть плохо, вы можете болеть, но всегда есть варианты, как решить этот вопрос. Безответственность и вот эта безалаберность, нежелание брать на себя ответственность за то, что вы делаете, это очень плохое качество для журналиста. И второе, есть такой тип людей, наверное, каждый сейчас вспомнит какого-то своего знакомого, который постоянно выпадает из жизни. Вот он вроде есть, потом вот у него постоянно какие-то проблемы, все время куда-то пропадает, все время куда-то теряется. Вот это тоже, конечно, провальная история для журналиста. И у меня есть несколько таких примеров людей, которые вот они вроде и активные, и какие-то интересные, и неплохие журналисты, неплохие медийщики, но вот это качество постоянного выпадания из жизни, оно очень им все портит. Приходится ли обманывать зрителей во благо кому-то, чему-то? Кстати, у меня есть целое видео о том, почему лгут журналисты, я вам где-то ссылку тут оставлю, там я так подробно об этом рассказываю, поскольку вопрос «журналисты врут» или там «телеканал врет» — это настолько сложно. Так должно быть, да? Вопрос об обмане журналистов и там вот этой истории, что журналисты врут, обманывают, он настолько неочевидный, он настолько сложный, он не состоит из одного фактора. Да, есть такие журналисты, которые реально умудряются просто прийти и сделать осознанно фейк, особенно во благо разным политическим историям, разжигая своими действиями различные конфликты. Но это вообще, мне кажется, не то, что ошибка и нарушение, это вообще какой-то журналистский грех, когда ты действительно обманываешь людей и создаешь истории, которых никогда не существовало, для того, чтобы кого-то выгородить или в выгоду каких-то политических сил. Вот это, конечно, прям совсем печаль. Так вот, такие истории есть, но они не всегда, они не постоянны. История с обманом и с враньем, она очень глубокая, потому что нельзя просто сказать, что вот он врет. Обман состоит из миллиона факторов. Это может быть ошибка редактора, который не проверил или дал не ту информацию. Это может быть ошибка или недалекость журналиста, который дал ведущему или редактору какую-то информацию, которую он не проверил, а редактор устал или даже не подумал, что здесь может быть ошибка, но он же не может проверять каждую цифру, у него миллион текстов и миллион слов в день он читает. Бывает такое, что есть определенная политика и законы страны, определенная редакционная политика того или иного СМИ. Есть столько факторов, которые могут повлиять на этот обман, что этот разговор очень длинный. Поэтому посмотрите мое видео. Какие преимущества появляются у журналиста за исключением пропускной карты? Никаких. Ну, во-первых, вы можете хвастаться тем, что вы журналист, рассказывать. Все будут спрашивать, а кем вы работаете? А я журналист. И все такие, вау. Но это если несерьезно. Вообще вы будете образованнее людей, которые вас окружают, не из этой сферы, скорее всего, если вы хороший журналист. Поскольку ежедневно вы будете сталкиваться с таким количеством новых для себя тем и открытий, что и вам придется в них разбираться, читать дополнительную информацию, что по факту вы в любой компании сможете поддержать, особенно если вы новостник, вообще любую тему, потому что вы будете разбираться во всем. Во-вторых, вы всегда будете знать раньше и больше остальных. У вас всегда будут какие-то инсайды, какие-то сплетни, вы будете знать, кто, как там, где и что произошло, и это тоже, мне кажется, прикольно.
Третий момент — это ваши связи, это то, что ваш круг общения очень поменяется со время работы в СМИ, и люди, которые раньше казались вам чем-то недостижимым и очень далеким, будут вашими знакомыми, а может быть и друзьями. Журналистика — это профессия, которая может вас провести в другие смежные профессии и не менее интересные. У меня очень много вопросов, связанных с тем, на какой факультет лучше поступать. И это наводит на мысль, что в наших странах просто отвратительная профориентационная работа, что с абитуриентами и со школьниками совершенно не работают, им не объясняют, как лучше выстроить свой жизненный путь и свое образование, чтобы достичь того, чего наметили эти люди. Хотя, при том, что вот те люди, которые пишут мне в комментариях, это же, скорее всего, очень активные ребята, потому что, подумайте, им скоро поступать, им там 14, 15, 16, там, до 18 лет, и они уже там поискали блог, почитали в интернете, написали мне комментарии, написали мне в Инстаграме. То есть им интересно, они хотят знать эту информацию, но, судя по всему, ее достать просто негде. И это проблема. И я думаю, что многие ребята, которые меня смотрят, могли бы быть не только крутыми журналистами, они могли бы быть классными пиарщиками, сценаристами, режиссерами, СММщиками и многое другое. Но они не понимают, как этому обучиться, как свой путь начать и как пойти работать по этой специальности. Просто потому, что вот у меня в стране все еще вот глаза закрыты на эти специальности, их как будто не существует. Вот, пожалуйста, врач, педагог, ученый. Все, до свидания. Юрист, конечно же, про юриста забыла. Удивительная история, конечно, и хорошая тема для материалов. Мои родители не считают журналистику серьезной профессией, думают, это будет мешать семейной жизни в будущем, а я прям загорелась, хочу поступать на журфак. Ангелина пишет мне об этом. Я, конечно, не завидую ребятам, чьи родители вообще любой выбор ребенка в будущем считают несерьезным. Особенно, когда это связано с творческими профессиями. Вот вы это очень зря делаете, потому что мои родители очень серьезно отнеслись к моему выбору, когда я сказала, правда, я сказала, что я буду режиссером, совершенно не понимая, что это значит. Но я просто не понимала, как называется та профессия, которая мне близка. В итоге я пришла к журналистике и поняла, что все это время это была журналистика. Но мне почему-то казалось, что это вот режиссер. И я пришла и сказала, я буду режиссером. И мои родители, которые совершенно не понимали, что я имею в виду, каким режиссером, где режиссером, что я собралась режиссировать, они сказали, ну, хорошо, давай. Мы вообще не понимаем, как ты собираешься работать, но мы тебя поддержим. И при этом был пример моей близкой подруги на то время, которая тоже была довольно творческой. И ей мама сказала, что это ваше творчество, это хорошо, но нужна какая-то нормальная профессия. Потому что вот это ваше творчество, это все ерунда. Надо какая-то нормальная профессия, потому что это все несерьезно. И очень зря. Поэтому дело не в вас, Ангелина, дело в том, что ваши родители не хотят это принимать. Журналистика — это очень и очень серьезная профессия. Любая профессия может повлиять на вашу личную жизнь. Но, мне кажется, более серьезной профессии, чем журналистика, не найти. Вы человек, который несет информацию в этот мир. Что ваши родители делают с утра? Включают телевизор, скорее всего, чтобы посмотреть новости. Что ваши родители делают, когда что-то происходит в вашем городе? Открывают новостную ленту на своих телефонах. Что ваши родители делают, когда у вас в стране выборы или какое-то невероятное событие? Они включают информационные телеканалы, чтобы знать больше, чтобы смотреть это в прямом эфире. Как после этого можно говорить, что журналистика — это несерьезная профессия? Потому что без журналистов ваши родители не знали бы очень многого. Они с журналистами проводят больше времени, чем вообще могут себе представить. Даже когда они смотрят какую-то смешную программу, какое-то реалити-шоу, над ней тоже работали журналисты. Я думаю, что вам просто нужно серьезно это с ними обсудить и попросить их уважать ваш выбор. Может ли журналистика повлиять на семейную жизнь? Да, она может очень серьезно повлиять на семейную жизнь.
Вы, например, можете найти себе мужа, когда будете работать в этой сфере. Поэтому, мне кажется, очень неправильно рассматривать вот это влияние на личную жизнь однобоко. Потому что все мои коллеги понаходили себе вторых половинок именно на работе. Вопрос про зарплаты уже был. Мне кажется, я отвечала на этот вопрос. Какие зарплаты, сколько ты получаешь. Ну, сколько я получаю, я, конечно же, не буду говорить. Но зарплаты у журналистов, я скажу так, нормальные. Но есть миллион факторов, которые влияют на эту зарплату. Тяжело об этом говорить, например, сравнивать с преподавателями. Конечно, у преподавателей тоже есть ряд факторов, которые влияют, например, учителя в школе, на которые влияют их зарплаты. Но в целом они плюс-минус одинаковые. А у журналистов оно, конечно, очень отличает. Вы как журналист можете получать как супер хорошую зарплату, так и супер низкую. Все зависит от вас, от города, в котором вы живете, от издания, в котором вы работаете, СМИ, в котором вы работаете, от вашего уровня. Можно ли создавать портфолио в 17, если уже есть статьи? И как лучше собирать в печатном виде или в электронном? Ой, класс, в 17 уже есть статьи. Жанна написала мне. Жанна, молодец. Да, собирайте уже. Может быть, в 20 вы будете смотреть на эти статьи и говорить: господи, я лучше их сотру с лица земли, как я на свои первые сюжеты, например. Но, правда, собирайте все свои материалы, конечно же, в электронном виде. Они вам понадобятся еще. О, классный вопрос. Может ли мне при устройстве на работу журналистом помешать национальность? Я наполовину русская, наполовину кореянка. Выгляжу в точности как азиатка. Могут ли меня не взять на работу, например, ведущий корреспондентом в связи с национальным признаком? Но если они вас не возьмут на работу в связи с национальным признаком, то, мне кажется, вы можете подавать на них в суд. Но если бы это было в Штатах, так точно. Во-первых, здесь я где-то оставлю ссылку на свое видео о языке вражды. Я очень коротко и поверхностно в том видео эту тему подняла, но мне просто важно было, чтобы эта тема была на моем канале. Возможно, я когда-то соберусь с духом и расскажу об этом гораздо больше. Потому что вот эта история про hate speech, мне некоторые написали, почему нельзя так, почему нельзя это. Ну вот именно потому, что такие люди страдают от того, что мы не контролируем то, что мы пишем в своих материалах, тем самым вызывая хейт, ненависть к тем или иным национальностям, которые в том или ином случае вообще не важны. Когда мы указываем в заголовках национальность, которая не имеет отношения к преступлению или не к преступлению, к какому-то событию, когда мы изначально предвзято как-то относимся, когда мы неправильно об этом говорим. В общем, почитайте, что такое hate speech, и посмотрите мое видео на эту тему. Поэтому в хорошем государстве и в хорошей стране, в которой знают, что такое hate speech, в которой высокий уровень толерантности и принятия, и хочу, кстати, похвалить Украину тут. Есть такое слово «похвалить»? Устала, уже много пишу и забываю слова. И тут хочу, кстати, очень похвастаться Украиной в плане изменения уровня толерантности и принятия всего и всех. Это очень круто. Мне кажется, что мы очень меняемся в этом направлении, такие уже совсем европейские. Не все, конечно, но я реально вижу большой прогресс. Так вот, в крутой, толерантной, демократичной, правильной стране ваша национальность не будет иметь никакого значения. А ваша, как вы написали, азиатская внешность, тем более. Это же никак не влияет на вашу работу. Конечно, бывает такое, что есть, например, какие-то определенные проекты, чаще это реалити, в которых уже предписан образ ведущей. И, например, режиссеры уже себе представили, каким образом должна выглядеть эта ведущая или этот ведущий в кадре. И этот внешний вид ведущего, его образ влияет на его роль в этом проекте. Поэтому, может быть, в таком случае, если это какой-то реалити, и там должен быть, например, кто-то совершенно другой, вас могут не взять. Но в информационные проекты и вообще в остальные проекты, конечно, нет.
Если такое в вашей жизни произойдет, и вам откажут в работе из-за вашей национальности, вам это скажут, не стесняйтесь об этом рассказывать. Пишите сразу же об этом пост. И обязательно указывайте, кто вам сказал, какая редакция, как вам это сообщили. Не стесняйтесь. Так, и последний вопрос. Я подозреваю, что я уже там наговорила на 50 тысяч часов. Как уговорить человека дать интервью, а также провести съемку в его коммерческой компании? Да все на самом деле очень просто. Вы связываетесь с представителями компании, контакты чаще всего есть в общем доступе. Представляете, сообщаете, кто вы, откуда вы, как вас зовут, какие у вас планы, какой проект вы делаете или какой сюжет вы снимаете, какой материал вы собираетесь сделать. И договариваетесь по поводу интервью, оговариваете формат, время. И если коммерческой компании это интересно, то они соглашаются, и вы работаете дальше. Если не интересно, ну, это их право, и вы должны это принять. Друзья мои, я наговорилась. Ответила на все ваши вопросы, вроде как на все. Надеюсь, у вас все хорошо, дела у вас идут хорошо. Сейчас время поступлений, так что тем, кто поступает в этом году, желаю удачи. Надеюсь, что вы не прогадаете и не разочаруетесь в этой специальности. Традиционное вам спасибо. Пока-пока.